Здравствуйте. Я буду рассказывать такие вещи, которые немножко подходят к вопросу искусственного интеллекта с другой стороны. То есть, если в основном доклады, которые были, они заходили со стороны машинного обучения нейронных сетей, то я расскажу видение на создание искусственного интеллекта именно со стороны естественного интеллекта и тех разработок или достижений, которые на сегодняшний день существуют. Я из Санкт-Петербурга. У нас в Санкт-Петербурге есть Институт мозга человека. Есть, соответственно, в этом Институте мозга человека там научная школа. Это школа Натальи Бехтеревой. И являясь продолжателем и участником направления, которое развивается, я хочу рассказать, что мы делаем и какие у нас есть идеи. И, может быть, эти идеи будут кому-то интересны. В чем заключается основная идея школы Натальи Бехтеревой и в чем ее такая интересность именно для нейронных сетей? Дело в том, что когда появлялось представление о нейронных сетях, начиналось с того, что Хэб сделал предположение, что нейроны, срабатывающие совместно, усиливают связи между собой. Дальше появился формальный нейрон, Маккаллок Питц, затем персептрон, Розенблат. И туда невольно все эти предположения о работе естественных нейронов, они проникли как представление о том, что нейрон – это нечто, что своими весами настраивается на какой-то стимул, и дальше начинает реагировать, становясь детектором какого-то свойства. Наиболее яркая такая фраза на эту тему говорят, что есть нейроны бабушки. То есть, если я реагирую на бабушку, то значит у меня где-то в голове есть нейрон, который отвечает за реакцию. То есть он активируется тогда, когда я вижу бабушку. И эта история, она невольно перетекла, в концепцию нейронных сетей, потому что нейроны, формальные нейроны в нейронной сети, они, по сути, являются детекторами некоторых свойств, настраивая своими веса на какие-то признаки. Скрытые слои выделяют признаки. Составив удачное такое признаковое описание, мы можем переходить дальше и опять выделять какие-то признаки, пока не сведем к финальной истории, где все равно на выходе будут какие-то классы, которые можно назвать определенными признаками. То есть, варясь в этой истории, мы трактуем, что каждый нейрон нейронной сети – это нейрон, по сути, нейрон бабушки. И пока развивалась вся эта концепция нейронных сетей, основанная на представлениях, которые в свое время, в свою очередь, сформулировали нейрофизиологи, оказалось, что сама нейрофизиология, она пошла другим путем. Потому что экспериментальные работы показали, что когда иголочка вставляется в нейрон и пытаются понять, за что этот нейрон отвечает и на что он реагирует, то не нашли в мозге, практически ни одного нейрона не нашли, который бы отвечал за какой-то признак. Точнее как, находят нейрон, который отвечает за какой-то признак, радуются, а потом оказывается, что он отвечает и за другие признаки. То есть один и тот же нейрон реагирует в совершенно разных обстоятельствах, совершенно на разные признаки, ситуации, и не удалось до сих пор найти нейрона, который бы избирательно реагировал на что-то одно. Отсюда родилось представление, что все-таки, наверное, нейрон бабушки – это плохая аналогия. Наверное, все-таки мозг устроен несколько иначе. И собственно, с этой парадигмой и началась школа Натальи Бехтеревой. Институт мозга долгие годы возглавлял Святослав Всеволодович Медведев, это академик Российской академии наук, который и есть, собственно, сейчас продолжатель этого направления. И в последние годы родилась некая концепция, которая, как мы надеемся, все-таки позволяет сейчас примирить различные подходы, по крайней мере, экспериментальное, то, что мы знаем из нейрофизиологии, и то, что мы знаем из нейронных сетей и машинного обучения. Значит, основные положения. На чем мы настаиваем, но это, опять же, наше видение. Что, во-первых, нейроны не являются детектором ничего-либо. То есть, если мы видим, что нейрон сработал, не надо делать вывод о каком-то признаке. Значит, кодируется не отдельным нейроном, кодируется групповой активностью нейронов, то есть когда у нас есть
некое сочетание активности, мы говорим, что это просто код. Код чего-то, что мы обнаружили. Дальше мы говорим о том, что нет в коре вот этого представления о распределенном кодировании, когда мы закодировали все подряд, и дальше вот все есть, но только там в разных местах надо собрать. По-другому. Так по-другому. Чтобы это рассказать, сначала, значит, вот, что такое, опять же, память с нашей точки зрения. Это не изменение весов нейронов, не настройка их синаптической пластичности на какие-то образы. То есть этого нет вообще. Есть рецепторы, это такие молекулы, которые находятся на поверхности, на мембране нейрона. И рецептор обладает свойством, что он реагирует на определенные химические вещества, нейромедиаторы, да? И когда вот соответствующий рецептору нейромедиатор появляется, рецептор меняет информацию и, соответственно, передает сигнал вовнутрь клетки. Рецепторы могут объединяться в кластеры, и тогда появляется рецептивный кластер, который оказывается неким детектором определенного сочетания нейромедиаторов. Ну, можно сказать так, он приобретает свойства ключа, который срабатывает не всегда, когда появляется какой-то отдельный нейромедиатор, а в определенных обстоятельствах, то есть чувствителен к определенному роду событиям. Но при этом вот эти вот рецептивные кластеры, они становятся основными элементами, которые отвечают за возможность даже не нейрона, там, а нейронных структур фиксировать какие-то события. Но масштабы проблемы тогда выглядят таким образом. Если мы говорим, что кора – это 13 миллиардов нейронов, и нам дальше хочется представлять, что это такая нейронная сеть из 13 миллиардов нейронов, на самом деле все значительно интереснее. Потому что один нейрон – это где-то порядка 10 тысяч синаптических контактов, а каждый синаптический контакт – это несколько сотен рецептивных кластеров. Ну, то есть вот умножаем теперь на 10 тысяч, умножаем на сотни, и вот тогда мы получаем количество тех элементов, которые на самом деле являются первичными кирпичиками и образуют дальше вот эти информационные конструкции. Сами рецептивные кластеры обладают таким замечательным свойством, они превращают память в активную память. То есть, ну, активная память понятная. Традиционная компьютерная архитектура, я хочу что-то проверить в памяти, я должен запросить из памяти, прочитать все подряд, сравнить и затем сказать. Активная память, когда память, каждый элемент сам следит за чем-то, что в нем записано, и если находится совпадение, реагирует на это и говорит: я готов. Поэтому, если мы говорим про мозг, то каждый рецептивный кластер – это элемент активной памяти, и параллельная работа мозга, вот то, что мы говорим, там мощность, которая достигается за счет колоссального распараллеливания функций, это работа одновременная всех вот этих рецептивных кластеров. Так вот, а дальше ключевой момент, что обработка осуществляется законченными структурами, которые принято называть модули или там мини-колонки коры. А сама кора что такое? Это достаточно тонкий слой, 3-4 мм толщиной, который дальше, чтобы много влезло, уложен складками, и вот он образует кору мозга, которая делится на зоны. И вот вся эта кора устроена достаточно однообразно. Это вертикальные модули, порядка 100 нейронов, расположенные друг под другом, у которых густые связи в вертикальном направлении и более разряженные между собой. И вот именно такие кортикальные модули, мини-колоночки, и являются основными элементами, которые обрабатывают информацию. И дальше мы показали механизм, как с помощью вот этих рецептивных кластеров и механизма такого определенного рода интерференции, то есть, если так, очень быстро и на пальцах, если у нас есть некий объемный сигнал, вот нейроны, их дендритные веточки, есть некая активность, и вот есть некий код, образованный узором активности отдельных элементов. И вот если у нас есть некая волна вот этого узора, которая прошла по коре, и есть узор информационный внутри колоночки, второй узор, то мы можем взять и на элементах первого узора запомнить локальный второй узор.
за счет создания рецептивных кластеров. Сейчас на пальцах трудно объяснить это полнее, но смысл такой, что мы можем зафиксировать память по принципу ключ значения и сделать это для какой-то информации сразу во всей коре. То есть память не является распределенной, когда мы что-то запомнили, и она распределена по коре, часть здесь, или размазана, как говорят, вот так вот равномерно, везде одновременно. А мы утверждаем, что память, она в каждой мини-колоночке локализована. И в итоге, если мы имеем зону коры, скажем, с миллионом мини-колонок, то это миллион копий одной и той же памяти. И это реализует часть вот того, что сейчас принято называть блокчейн, идею распределенного реестра, когда для того, чтобы работать с какой-то информацией, нам не надо обращаться куда-то в центральное место, мы можем делать это локально, со своими данными. Но главное, о чем заботиться нам надо, это о синхронизации этих данных, для того, чтобы своевременно они обновлялись и были одними и теми же. А дальше вот этот главный вопрос, а зачем нужна такая хитрая архитектура? И вот тут появляется такое, что вся информация, с которой мы имеем дело, если ее представлять в виде неких описаний своих понятий, она многозначна. То есть по своей сути любое понятие, оно может быть интерпретируемо. То есть нельзя взять описание и сказать, что вот этим описанием мы, собственно, все сказали. Каждому понятию можно дать разные значения, и в зависимости от того, какие значения получатся, мы получаем трактовку. И уже вот то, что получается как трактовка, оно имеет смысл. Вот эта интерпретация. Или не имеет смысла. А вот имеет или нет, выясняется каким образом. Мы можем взять различные контексты, которые могут быть для информации, и, взяв исходное описание, преобразовать его в описание, которое будет характерно для этого контекста, заменив значение понятий, которые исходно были в описании. Если мы смогли построить для контекста такие правила преобразования, то мы сможем тогда каждую информацию, которая поступает, представить, как бы она выглядела в этом контексте. А затем мы должны сделать такую операцию. Мы должны сказать, а трактовка, которая получилась, она корректна или она некорректна? А вот это можно сделать только как? Мы должны теперь посмотреть память и сказать, что если то, что получилось, похоже на что-то ранее виденное, то значит, скорее всего, это описание корректно, это допустимая трактовка. А если получилась некая белиберда, то значит, этот контекст не подходит для трактовки этой информации. И вот дальше сама модель, которую мы описываем, она говорит о том, что мини-колоночки коры настраиваются на контексты. Затем параллельно происходит проверка поступающей информации во всех возможных контекстах. И несколько из них, когда оказываются допустимыми для трактовки, они выбираются как смысл той информации, которая к нам поступила. Отчасти это очень похоже на то, что мы используем в сверточных сетях. Потому что сама идея сверточной сети – это что такое? Мы заранее говорим, что знаем, как меняется описание при переходе от одной точки к другой. То есть у нас есть одна вот эта общая память, содержащая ядра свертки, а теперь давайте будем бежать, примерять к разным частям изображения. В нашем подходе несколько другое. То есть это как гора к Магомеду или Магомед к горе. Мы говорим, что нет, не мы примеряем к разным частям, а мы умеем в разных контекстах смещения, менять само исходное описание. То есть мы можем сказать, что одна точка в этом контексте перешла вот в другую точку. И когда мы такое преобразование делаем, мы получаем, что новое описание оказывается аналогично тому, которое мы видели уже в другом контексте. Ну, такой не связанный способ, но абстрактный пример вот именно контекстных преобразований, что в зависимости от того, как мы посмотрим, мы видим либо девушку, либо старуху. От чего это зависит? А это зависит от нашего предположения, как повернута голова. Если мы говорим, что голова повернута от нас, мы видим девушку. Если повернута к нам, видим старуху. Так вот, мозг одновременно рассматривает эту голову во всех возможных контекстах
И два этих контекста оказываются удачны для трактовки, в которых получаются некие картинки, которые действительно совпадают с тем, что у нас есть память. Но при этом они же, эти картинки, состоят из абсолютно одинаковых элементов. То есть каждая линия, она вот какая и есть. Но в разном контексте она получает трактовку. Либо это будет часть носа, либо это часть шеи, либо это часть прически, либо часть шляпы и так далее. И так далее. Ну и теперь очень быстро, пару минут у меня осталось. Что это дает? Следствие огромное количество, но самое главное, что это позволяет описать процедуру, ну если по аналогии там сильный, слабый искусственный интеллект, процедуру сильного обобщения. Дело в том, что такое контекст? Можно сказать, что это набор признаков, которые часто встречаются с каким-то явлением. Ну или, наоборот, так, окружение. То есть, если мы встречаем слово, мы говорим, вот слова, которые его окружают, позволяют нам выбрать трактовку этого слова, то есть определить контекст. А можно сказать так, давайте возьмем некое понятие любое и проследим, как меняются описания, которое поступает, в какую трактовку оно переходит. И если мы обнаружим некие закономерности, которые всегда присутствуют при переходе, то мы можем сказать, что мы обнаружили правила контекстных преобразований. А затем наступает удивительная вещь, что как только мы сделали вот эти правила и научились что-то узнавать в контексте, одновременно с этим мы научились узнавать понятия, которые соответствуют контексту, как сам факт, что мы можем не видеть это явление, но мы видим, что остальные явления ведут себя так, как они ведут себя обычно в присутствии этого явления. И это нам позволяет сделать память. То есть мы узнаем теперь явление не по набору признаков, не по какому-то такому набору, такому или такому, а мы узнаем его по той самой, вот, что философы называли суть вещей. Когда говорили, вот, не найти набор признаков, который бы описывал вот, некие такие понятия внутренние, суть вещей. Но алгоритм, который говорит, если мы узнали, как ведут себя остальные в их присутствии, и имеем память, и имеем вот эти правила преобразования, позволяет узнавать именно как узнавание контекста. Теперь очень скоропостижный пример. Представьте, как у нас есть понятие стол. Мы ребенок, в том случае, там говорят, вот стол. Что мы видим? Мы видим некие предметы, столешницы, ножки. Внешние признаки позволяют нам зацепиться за какой-то контекст, ну, за понятие. Стол, столешница, ножки. Затем мы понимаем, что столы бывают разные, по внешним признакам все равно похожи. Плоская поверхность, ножки. И мы дальше начинаем уже воспринимать столы более обобщенно. Но в какой-то момент мы замечаем, что во всех случаях, когда есть стол, нам становится удобно оперировать, манипулировать какими-то предметами, которые на нем находятся. Они не падают, их удобно передвигать. И это появляется как некое свойство, когда описание того, что происходит, начинает совпадать с памятью. И главное, что теперь мы уже столом начинаем называть явление, когда этот контекст откликается, которым соответствует вот эта внутренняя сущность стола. То есть удобство манипулирования предметами. И теперь для нас столом будет являться и пенек в лесу, если мы на нем что-то разложили, и рабочий стол компьютера, на котором мы можем удобно оперировать иконками, и столом будет операционный стол, хотя бы внешне эти явления абсолютно разные. И если брать чисто внешне, они не содержат никаких общих признаков. Но через формирование вот эти вот трансформации описаний мы узнаем одни и другие. Для того, чтобы это направление развивать, и два направления. Есть экспериментальные проверки, которые с этим связаны, и есть та математика, которая из этого проистекает. То, что я рассказал, это малая часть, потому что там дальше есть очень интересные вещи, связанные не только с построением вот пространства контекста, а как устроена сама мини-колонка, что такое там комбинаторное пространство, которое возникает, как оно обучается. Мы показали, как происходит обучение с учителем. Там получаются очень интересные моменты, когда замечательно решаются сложные задачи. Ну вот если сопоставлять, там есть очень много похожего с Random Forest, с теми принципами, которые там возникают. Вот уже сейчас мы показали, что комбинаторное пространство работает не.
Вот для этих целей создан фонд, фонд поддержки исследований мозга возглавляет Святослав Всеволодович. Цель фонда какая? Если кто-то заинтересован, чтобы узнать подробнее о наших работах и направлениях, мы готовы поделиться знаниями, рассказать и объяснить. Ну, а если кто-то готов поддержать нас, ну, конечно, мы будем счастливы и рады. Все, собственно, вот такой рассказ. Спасибо. Друзья, вопросы? Там на заднем ряду аж два. У кого микрофоны? Громче можем кричать. А зачем тогда микрофон? Хороший вопрос. Но если громче, то слышно. А так лучше, да? Большое спасибо за выступление. Я хотел бы остановиться на моменте, который вы упомянули, что мозг он перебирает все возможные известные ему контексты и выбирает лучшие или наиболее приемлемые из них. Но как тогда, с вашей точки зрения, появляется уверенность в правоте чего-то нового? То есть, когда мозг решает, что да, у меня еще никаких ассоциаций, контекстов в голове нет, но именно вот эта, казалось бы, абсурдная идея, и она будет правильной. Там фокус такой. Во-первых, выбираются контексты не просто так. В одной и той же ситуации может одновременно множество контекстов оказаться корректными для трактовки. Ну, например, чисто зрительно. Вот я сейчас вижу передо мной там сотни человек, корректно все сотни могут попасть в описание. Но если есть какие-то важные, которые сейчас, мне важен собеседник, с которым я говорю, там, зритель, там, красивая девушка, описание будет уменьшено до вот этого объема. За счет чего это возникает? А это уже обучение с подкреплением. Потому что у нас есть опыт, который позволяет построить те стратегии поведения, которые говорят, какие контексты выбирать. Но, когда производится выбор контекста, мы, кроме этого, у нас появляется фантастическое свойство. Мы можем, вот много говорили о предобучении, контексты имеют общую память. Это означает, что если мы получили опыт в какой-то ситуации, дав ей трактовку, и эта трактовка теперь доступна всем контекстам, то в другой ситуации, абсолютно другой, если вдруг трактовка, которая дана в этом контексте новом, оказалась, совпала с той, которая была там, мы теперь можем пользоваться этим опытом. Если говорить про сверточные сети, эта идея говорит как? Мы увидели изображение в одном месте, но теперь мы, запомнив вид рассверки, можем применить его к другому. С контекстами история та же самая. Интерпретация, которая была получена в другой ситуации, если она у нас сохранена, и если другой контекст дал такую же интерпретацию, мы говорим, мы узнали это явление, мы теперь можем распространить на него весь свой опыт. Корректно это или некорректно, это отдельный вопрос. Но в многих случаях это либо физически предопределено, что корректно, ну мы знаем инварианты зрительного восприятия, что оно не зависит от положения объекта. А в некоторых оно предопределено самим характером происходящего и тем, что мы можем применять аналогии, и часто они тоже работают. Хотя иногда это может ошибаться. Друзья, еще один вопрос, наверное. Вот там на заднем ряду первый человек поднимал, кто в очереди стоял, да? Житовский Николай Сбертех. У меня вопрос следующий. Обычно контекст появляется по результатам обучения нейронных сетей. А можно ли использовать механизмы работы мозга, чтобы уменьшить объем входных данных для нейронной сети, либо количество этих данных, помочь нейронным сетям, используя методы... Смотрите, тут сейчас я специально сказал, что это малая толика. Но ваш вопрос касательно вот такой идеологии относится. Можем ли мы сделать сокращение размерности, и будет ли это хорошо? Ну, собственно, когда мы имеем дело с нейронными сетями, нам ничего не остается, кроме как сказать, давайте, если мы делаем автоэнкодер, да, зажмем промежуточный слой для того, чтобы выделить какие-то нейроны, которые дадут нам удачное описание. Да, если word to vec, давайте сделаем вот из многообразия слов, сведем его там до 200-300 числовых значений. Если мы делаем факторный анализ, давайте выберем там первых 20 главных компонентов, да, и на этом остановимся. То есть мы, по идее, когда нейронную сеть делаем, мы говорим, сколько мы выберем нейронов с промежуточного слоя, это, по сути, нам уже говорит о том, сколько мы признаков выделим, мы больше говорим, от остальных отказываемся.
на самом деле можно привести огромное количество примеров, когда некий признак, который для генеральной совокупности является незначительным, мелким, ненужным, для небольшого числа явлений оказывается принципиальным и хорошо решающим. И терять его в этом случае нельзя. И то, как работает мозг, это само кодирование, когда происходит не за счет нейронов отдельных, а за счет создания кодов, то у нас это развязаны руки по количеству признаков, которыми мы можем оперировать. То есть оно практически становится неограниченным. Но при этом дальше там есть инструменты, которые позволяют достаточно красиво решать эти там задачи, которые возникают комбинаторные по поводу обучения, когда у нас на входе все равно коды. И самое главное, что когда встает вопрос, а какой будет выход, то отвечаем мы на это так. Мы на основании предыдущего опыта обучения с подкреплением там, результативности работы будем формировать из множества возможных описаний наиболее лаконичное описание, наиболее удачно описывающее эту ситуацию. То есть, иначе говоря, описывающее ее главными какими-то понятиями, выделяя главные факторы, но не ограничивая себя по перечню этих факторов. То есть мы не будем стараться задачу свести, вот у нас 100 признаков, и будем всегда стараться ими описывать. Одним вектором желательно и так далее. Мы говорим, будет 1000, хорошо, 10 тысяч, 100 тысяч, не страшно. Но само описание итоговое, пускай будет не больше 5 итоговых элементов. Это соответствует, если брать про мозг, понятию объем внимания, когда известно, что сколько психологи проверили, человек не может одновременно в описании или там одновременно в своем представлении удерживать больше 7 объектов. Это как раз и соответствует, когда из массы возможного, что я могу, я выделяю 7 главных вещей до 7 и говорю, что дальше я буду пользоваться только этим. Вот я редуцирую описание. С ним хорошо дальше удобно работать, оно лаконичное, но оно не ограничено по количеству признаков, которые могут туда входить. Друзья, понимаю, что у Алексея много вопросов, тема очень интересная. Если будет еще возможность там ответить, я с удовольствием. Ну да, можно либо за границами, либо, может быть, Алексей же сказал, они готовы общаться. Да, я сюда презентацию сейчас. Хотел представить, сидит Дмитрий Клепиков, он исполнительный директор фонда. И его задача – это организация всех контактов, общения и так далее. Как минимум через организаторов конференции можно выйти и проговорить, потому что тема действительно, наверное, много кому интересная. Но у нас я надеюсь. Да. Большое спасибо.